Привет! В этом видео я хочу показать, как мы можем сделать подобный рендер. В целом сцена выглядит немного более сложной, чем я обычно показываю, поэтому надеюсь, что сильно много времени она не займет. Так, давайте же начинать с нового проекта. Так, только здесь выключу рендер. Оставлю на всякий случай, пусть, может, мне захочется подсмотреть туда. Сцена полностью, скажем так, авторская. Вот, поэтому, думаю, нет ничего плохого в том, что я буду подсматривать, если, конечно же, возникнет такая нужда в ту сцену. Итак, значит, мы начинаем с моделирования наших основных объектов. И я хочу включить Screencast Keys. Tags. Ну-ка, оп, есть дело? Все, есть, супер. Так, это все я удаляю. И буду потихоньку это все дело настраивать, чтобы оно мне подходило. Так, вот так вот сделаю пока что, чтобы там не было прям такого острого угла. Затем создам тоже цилиндр. Я, в принципе, могу скопировать этот. Так, уменьшаю его. Ну, в принципе, эта крышка мне здесь не нужна. Применяю Scale. Так, и сюда надо бы нам добавить Solidify. Вот я немножко ее увеличу. Давайте сначала Solidify. Так, есть такое дело. Subdivision Surface. Поставлю на 2 итерации. Scale. И в Bevel. Вот так вот сделаю. Ну, еще надо бы увеличить, да, получается. Получается, да. И толщину вот этой всей истории нам поправить. Так. Вот вместе с основной вот этой вот формой. Сейчас мы будем потихоньку все эти вещи повторять, так как там объектов много. Хотелось бы это сделать как можно быстрее. Так, это сюда. Ну и потихоньку надо брать и в целом добавлять то количество колец, которое было на первоначальном рендере. Это все будет делаться за счет просто обычного копирования. Так. Копирование сейчас будем удалять по чуть-чуть то, что нам не надо. Вот такой кусок нам не надо. Можно даже там побольше, я бы сказал. Так. Есть такое дело. Затем... Нет, так, тут пусть и оставим. Затем еще раз дублируем. За счет того, что у нас пивот остался в центре, нам удобно будет это применять скейл на этот объект. Конечно, оно немножко не посередине, но тем не менее так все равно удобно. Так, вот это мы удаляем. Scale применяем. Можно даже толщины понемножку менять. Просто чтобы было побольше разнообразия. Так, вращаем. Оп. Вот так, чтобы поудобнее было немножко смотреть. Немножко сюда. Тут, в принципе, можно вот эту всю удалить часть. И вот так вот. Вот так вот оставить. Так. Есть такое. Затем мы берем и копируем вот эту вещь. И делаем ей толщину куда меньше, чем у остальных. Ну и по высоте можно немножко подрезать. Scale применяем. Так. Копируем. Потом мы еще, может быть, все это дело будем как-то править дополнительно. Но пока просто создаем такие вот
Вот такие вот дополнительные формы, по сути цилиндрические, ну, точнее отчасти. Так, копируем, можно scale еще раз сюда, вот это сюда, потом, например, скопирую это, поверну так, как я хочу, вот что-то такое, тут скопирую, так, нет, не буду увеличивать, ну, пусть вот что-то такое, да, ну, вот мне, в принципе, нравится вот этот вид, наверное, я пока вот это так и оставлю, потом уже будем материалы раскидывать. Хорошо, вот эта часть у нас есть. Теперь нам надо постепенно как-то подготавливать основные формы. Начну я с шарика. То есть, по сути, все эти вещи это просто шарики какие-то. Так, делаем UV-сферу. Ну и в нее уменьшаем количество полигончиков. Так, сегментов, да. Давайте еще меньше. Давайте тут до 8. Здесь до 6. Так. Вот тут я выделю. Я, наверное, вот эту часть включу пропорциональное редактирование и сделаю scale. Вот немножко вниз еще потяну. Есть такое, есть такое. Добавлю пока что Subdivision. Но все же надо его ужать. Где-то вот так, я думаю, да? Да, пока вот так оставим. Так, Shade Smooth. И теперь надо вот здесь сделать сам вот этот вот носик, что ли. Shift-Ctrl-B. Делаю вот такую вот сегментацию. Extrude по Z. Ой, выключаем. Ну, где-то вот так вот растяну. Тут добавлю петлю еще одну. И вот здесь хотелось бы так инсет сделать. Так, тут немножко приподниму. Тут еще добавлю одну петлю посередине и вот так вот уменьшу. Добавлю еще один subdiv. Есть. Пока что такой шарик у нас есть. Затем следующий шарик это будет сердечко. Сердечко немного дольше делается, но тем не менее. Есть два метода. Простой это... Так, сейчас, где оно? По-моему, вот это, да? Да. Можно простым сделать за счет вот таких вот манипуляций, достаточно несложных. То есть вот можно вот такое сердечко сделать. Или же можно взять его, смоделировать. Что я сейчас и сделаю. Но это просто займет немножко побольше времени. Так, extrude. Так, сейчас extrude. И где-то, ну, просто на вот один сегмент, да. И вот здесь extrude на один сегмент. Применю scale. И пока что поверну. Так, нет. На 45, да? Да, на 45 градусов. Теперь в целом нам не надо вот эта часть. Я ее удалю. Нам надо бы сделать вот основные очертания. Вот, так как сцена в целом в ней много элементов, стараюсь не забывать какие-то вещи. Вот, поэтому могу где-то слегка запинаться. Так, теперь надо убрать лишние вертексы, да? Вот мы их убрали, собственно. Теперь нам надо сама грань, точнее вот эти вот части помимо средней, да? Shift-D, разделил через Selection. Так, теперь что я хочу? Теперь я хочу здесь добавить еще один сегментик, чтобы вот этот немножко подтянуть вот так, а тут вот так, чтобы еще более плавно было это все дело. Хорошо. Не забываем сохраняться. Что мы теперь делаем? Теперь нам бы надо здесь включить... Нет, точнее не сейчас, наверное, мы вот сначала отцентрируем где-то посередине этого сердца относительно 3D курсора. Затем в режиме редактирования мы будем делать редактирование относительно 3D курсора, чтобы можно было делать вот такой вот scale к центру, да.
Таким образом мы, собственно, сейчас и будем моделировать это сердце. Так, делаем вид сбоку и делаем экструд вот так вот в сторону. Совсем немножко делаем scale. Затем еще раз. Нажимаем Y. Вот так вот. Экструд. Еще вот так вот. Экструд. Может, это немножко такой топорный метод. Так. Но у меня с ним получались пока в целом наилучшие результаты, которые мне больше всего нравились. Так, вот тут уже я когда сделал это... Ага, вот тут у меня я вижу, что у меня тут оно не убиралось, поэтому я еще раз нажму by distance и увеличу тут шаг. Да, и вот так вот у меня получилось. Собственно, да. Таким образом у меня получались наилучшие, скажем так, сердца. Теперь зеркало. Ой. Так, нет. Так, хорошо, с этой стороны есть. Ставлю клиппинг. Apply. И затем еще одно зеркало. Сейчас надо будет только взять, наверное, здесь применить все трансформирования, выделить вот эту грань. Ну, в принципе, 3D курсор уже здесь стоит, поэтому set origin, тут 3D курсор. Добавлю еще одно зеркало. Вот, и оно применилось. Тоже ставлю клиппинг. И могу, в принципе, применить это дело. Затем что? Затем, что мне не нравится то, что тут оно такое вот остренькое. Хотя, может, это с Subdivision сейчас исправится, да? Так, тут еще надо будет нам... Так, Shade Smooth. Надо бы еще что сделать? Надо бы еще, наверное, немножко его ужать. Что оно какое-то слишком широкое получилось. Так, и вот здесь выделить вот эту вот петлю полностью. И Ctrl-B сделать, чтобы просто более отчетливые именно грани были. Но тут, конечно, мне не сильно нравится, как оно получилось. Возможно, тогда стоит вот это все дело вернуть. Взять, выделить только, например, отсюда до сюда. Или даже еще меньше. Где-то вот так и вот так. Так, а тут теперь надо включить. Так. Вот. Собственно, вот эту галочку, да? Автомердж. И дважды G к последней точке. И здесь то же самое, к последней точке дважды G. Так. Смотрим, что у нас здесь есть. Тут Dissolve Faces. Dissolve Faces. В принципе, можно сделать еще один инсет. А ну-ка, лучше стало? Да, стало лучше, поэтому я сейчас отменю и просто со всех сторон сделаю одинаковый инсет. Где-то вот такой, да? Вот такой инсет мне, в принципе, нравится. Может быть, еще вот так вот ужму. Так, и, наверное, их растяну по Y. Оно стало лучше? Нет. Нет, не стало. Так. Ну-ка, Dissolve Verticals. Может, все же прежний. Да, прежний вариант, как по мне. Все же он как-то работает получше. Так. Смотрю еще на сам шейдинг. Ну-ка. Вот так сделаю. Ой, так, как по мне, даже плавнее как-то стало оно все смотреться. Хочу ли я так сделать? А ну-ка. Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, так не хочу делать. Хорошо. Это дело у нас есть. Сердечко у нас вот такое вот есть. В принципе, вы его можете сделать и прошлым методом, потому что это не самая важная часть в данной сцене. Вот, но тем не менее. Делаем опять Shift-Ctrl-B. И вот сделаем вот такое количество, скажем так, бевела, что ли, вертекса. Вот, и теперь надо все вот эти вещи сделать. Выделяем X, Dissolve Faces. Потом что? У нас есть аддон. Так, аддон. У нас есть аддон Loop Tools. Да? И мы его сейчас будем использовать. То есть выделяем все вот эти наши грани.
переходим в Loop Tools уже, Edit, и здесь нажимаем Circle. Вот, теперь у нас такой кружочек есть. Он нам, собственно, и нужен. Так, ну-ка, мы даже можем его так повернуть немножко, чтобы оно стало поровнее. Что мы теперь делаем? Так, нет, инсайт нам не надо. Нам надо удалить этот фейс. Так, проверю, кстати, на вывернутость. Фейс, все нормально. Так, можно еще так убрать самое редактирование от 3D курсора и выставить так, median point. Да? Да. У меня там выделено просто еще это. Все, понял. Понял, не то выделил. Так, вот так вот S делаем. Extrude по Z. Ну и F. Тут я сильно как-то Insert. Сюда это делаем. Тут подтягиваю просто, чтобы плавнее было. И центральный вот этот вот circle я его уменьшаю. Да? Так, смотрим, что у нас тут есть. Вот такие подтяги, которые мне не сильно нравятся. Ну-ка. Если я сделаю... Нет, стало только хуже. Так, секундочку. В принципе, это даже на самом деле не сильно критично, потому что у шарика есть определенная такая, скажем так, что ли, растянутость в начале. Поэтому я думаю, что это не так важно. То есть мы можем, в принципе, попробовать вот сейчас сделать что-то с этим. Если это прям нам хочется, что ли, сделать. Так, нет. Ну, в общем, да, я пока так оставлю, потому что оно, во-первых, издалека, в принципе, незаметно, во-вторых, это, мне кажется, достаточно, ну, неплохое решение для шариков в целом. Я бы, может, только взял и вот так вот сделал, просто чтобы оно было чуть поплавнее, да? И вот такая вот супер форма у нас получается. Класс, все. С шариком пока что покончено. Ну, пока в сторону это все оттащу. Затем что? Затем у нас есть сердечко. Ой, сердечко, это звездочка, которую нам тоже, для нее нам нужно включить аддон extra objects. Так, extra mesh. Точнее, add mesh. Вот. И здесь у нас есть simple star, который мы можем редактировать. Давайте его немножко подтянем. Ну, такую более мягкую какую-то звезду я хочу сделать. Вот, как по мне, супер. Вот тут я бы, может, сейчас сделал просто бы dissolve faces. Вот. Применил scale. Так, и возьму-ка я здесь сделаю bevel. Вот такой вот. M by distance делаем, конечно же. И теперь надо центральные вот эти части все. Ну, может, это Subdivision решится. Нет, Subdivision. Хотя, может, bevel поможет вот такой вот, да. Да, собственно, в принципе, можно и bevel это все сделать. Давайте так, наверное, и оставим. Ну-ка, два сегмента. Два сегмента супер выглядит. Только вот тут вот у нас идут подтяги. А ну-ка, если 60. В принципе, 60 это все дело решило, но... вот так вот, наверное, какую-то такую мягенькую звездочку, да? Но вот тут у нас все равно как-то получилось достаточно, что ли, остро. Вот это мне не нравится. Может, 90 тогда? Нет, 25. Так, 120. Вот, в принципе, 120. Да, 120 решил этот вопрос. Shade Smooth. И вот так.
Да, но теперь зато у нас проблемки с этим, с нормальными острыми углами, поэтому, видимо, не судьба. Видимо, мы сделаем это по старинке, просто вручную. Так, уменьшаем количество сегментов, я думаю, где-то так, да? Вот. И так намного проще. Так, сразу же поворачиваю. И мне бы взять из этого дела, сделать тоже circle здесь. Поэтому я Shift-Ctrl-B делаю. Ну, где-то вот так вот. Мне Subdivision немножко мешает сейчас, поэтому X, Dissolve Faces. И сразу же Circle. Нет. Вот. Так, что у нас тут? Это у нас при Bevel вот такие проблемы возникли, поэтому... Так, сейчас. Еще раз Circle. Вот, поэтому мы сейчас это просто исправим вот таким вот образом. Дважды G, да? Так. Все, хорошо, это есть. Теперь X Faces. Выделяем. Так, Extrude. Ну, это сделаю здесь на глаз, поэтому тут особо повторять нечего. Так, S. Где-то вот так вот. Что у меня по фейсам все нормально с этим, да? Хорошо. Inset. Дважды G. Так, Subdivision включаем. Смотрим, что у нас есть. Супер. Нам это подходит. Да? Да. Может быть, только бы я вот это вот внутренний circle сделал поуже, да? Вот так вот. Супер. Хорошо. Это дело у нас есть. Так, давайте двигаться дальше. Нам надо сделать сейчас... Во-первых, я хочу увеличить звездочку. Она у меня вообще самый большой предмет, поэтому примерно сейчас пропорции подгадываю. Где-то вот так вот. Теперь надо бы сделать этому всему делу вот эти хвостики. Удобнее будет делать это на шарике, я думаю. Так, и надо добавить кривую. Так, безе, да? Да, сделаю это за счет безе. Вид сверху. Ну и ставлю. Вот я вижу примерно очертания вот этого кружочка, поэтому я начинаю с этого. Так. Вот так. Здесь вот так. Extrude. Теперь надо делать экструды вниз. Так, вид спереди. Смотрим, что у нас есть. Угу, заворачивается нормально. Так, только с этой Region to Geometry сделаю, чтобы удобнее было как-то. Так. Ой, не так развернул. TX, вот так, да? Да. Ну и тут достаточно просто кривыми все это дело правим. Вот такая вот у нас вещица получилась. Так она немножко неровно, точнее совсем неровно. Вот, теперь мы поправили и переходим в редактирование, в геометрию, и глубину вот тут мы
поправляем где-то вот до такой степени. Чуть-чуть потолще. Вот. Такое дело у нас есть. Можно немножко его, конечно же, поправить. Так. Так. Вот, супер. Теперь это бы дело все продублировать на остальные объекты. Так, спереди. Смотрим, насколько оно здесь мне подходит. Подходит прям, я бы сказал, идеально. Можно только просто немножко еще подвигать, чтобы было какое-то разнообразие. Вот, примерно так. Теперь сюда. Тут, так как у нас оно немножко под углом, оно будет как будто бы свисать. Ну вот, примерно так. Тут у нас подходит. Ну, фактически сейчас чуть-чуть подвинем. Вот. Хорошо, это дело есть. Двигаемся, собственно, дальше. Вообще вспомнил то, что мне сердечко надо бы еще без вот этой вот, без вот этого носика, поэтому надо будет сейчас это и подготовить. Вертексы, это мы удалили. И теперь надо будет вот это решить, просто за счет того, что мы сделаем merge at center. Ну и надо бы теперь подвинуть где-то вот так. Ага, нет. Тут у нас какая-то беда случилась. Я задел, видимо, задел не то, что надо. Так, at center. Все, супер. Это у нас есть. Я продублирую и выделю среднюю вот эту полосу. Shift-D, P by Selection. И теперь мне надо взять, сконвертировать это в кривую. И тоже тут добавить толщины где-то вот такой. Shade Smooth. Хорошо. Это есть. Что нам еще осталось смоделировать? Трубочки, которые у нас там летают. Поэтому мы делаем цилиндр с сегментацией где-то в 16. Нам этого хватит. Даже с головой будет. Еще уменьшаем. Чуть-чуть увеличим. Тут сжимаем. Так, я думаю, что вот этого хватит. Scale. Так. И вот так. Shade Smooth. Так, да, мне это подходит. Продублирую и сделаю одну трубочку чуть-чуть побольше. Хорошо. Теперь нам надо потихоньку это все дело начинать собирать. Мы еще будем делать сюда стеклянную такую вот полосочку, которая будет вокруг летать, поэтому это все будет удобнее делать, когда мы уже соберем это дело. Тут я, наверное, рекомендую сделать пустой объект. Где-то такой. Выделяем все, что у нас есть. Последним должен быть выделен именно вот этот вот пустой объект. Ctrl-P, Object. Хорошо, это есть. Так, и я беру, поворачиваю. Где-то вот так. А здесь вот так, да? Чуть-чуть можете уменьшить стоит, чтобы у нас просто все влезло, но мы будем сейчас постепенно это все дело еще собирать. Так, что мы делаем потом? Мы дублируем шарик. Мы его уменьшаем, нам не обязательно брать этот хвостик, потому что его в принципе не будет видно. Ставим его сюда. Так, даже вот тут чуть-чуть пониже. Затем сердечко одно. Его поворачиваем.
Ну и тоже, в принципе, вы можете композицию на самом деле выстраивать более подходящую для вас. Ну, я просто буду повторять то, что я уже делал. Так, и еще одно сердечко. Вот где-то вот сюда, я думаю. Стоит вот так повернуть. Мы еще потом это дело все немножко и изменим, потому что наверняка нам надо будет подстраиваться под саму ленту. Хорошо. Потом, что мы делаем? Мы берем вот это сердечко и дублируем его тоже. Сюда кладем. Тут поворачиваем. Ну и, как я уже сказал, потом будем делать еще мелкие такие вот правки. Так. Чуть-чуть повыше давайте. Думаю, где-то вот сюда. Потом нашу звездочку. Звездочку чуть-чуть меньше. Она слишком большая получилась. Вот так кручу. И думаю, таким вот образом. Таким образом тут это оставлю. И теперь надо поправить сердце. Ну, его особо сейчас не будет видно, но тем не менее. Уменьшить звездочку слегка. Уж слишком большая она получилась. Хорошо. Что у нас есть? У нас есть, в принципе, все наши объекты. И надо камеру немножко отдалить. Потому что не все влезает. Не все влезает. Уменьшаем наш шарик. Кладем его сюда. Такс. Думаю, где-то вот так. Звездочку я еще хочу повернуть. Не сильно мне нравится, как она здесь сейчас выглядит. Так, и теперь. Сердце можно немножко, может быть, сюда даже выдвинуть, чтобы его было побольше видно. Не зря же мы его моделировали. Хотя, может, потом в дальнейшем мы все же это поменяем. Так, вот такое есть у нас. Затем не забываем, конечно же, сохраняться. Это супер важно. Крутим наше сердце. Крутим, уменьшаем. Шарик я еще меньше сделаю. Это сердце будет стеклянным. Поэтому хотелось бы, чтобы его в целом было видно. Вот так вот, да? Тут у нас он так залазит. Не надо, чтобы залезало. Вот. Угу. Ой, я вот вижу то, что у меня слетела... Ой. Слетела вот эта моя ерундовина. Вот прям изнутри даже поправлю. Так, все, супер. Везде на месте? Да, везде на месте. Побольше чуть-чуть, наверное, сердечко сделаю. Где-то вот так. А тут поближе. Тут у меня сердце залазит на это, поэтому надо выдвинуть. А тут чуть-чуть поближе. Так, хорошо. Мы уже достаточно много смоделировали. Поэтому я рад, то, что мы смогли, в принципе, проделать этот большой путь. Так, что насчет толщины? Вот тут мне не нравится то, что у нас оно какое-то тоненькое получилось. Еще бы чуть-чуть потольше, потолще, да? А тут наоборот, чуть-чуть потоньше. Покрутим. Поменьше. Явно поменьше. Уж больно оно большое и заслоняет все остальное.
И тут чуть поменьше. Хотелось бы, чтобы какая-то была приемлемая композиция. Тут я почему-то не учел, что оно еще должно как-то в сторону выходить. Поэтому давайте все это править дело. Так. Делаем адекватную композицию. Хорошо. Такие вот подарки у нас есть вылетающие. Что еще? Смотрим, что еще. Что мы забыли? Мы забыли добавить трубочки, естественно. Вот тут, кстати, бы я вот так бы сделал. Вот так мне почему-то захотелось резко. А вот тут мы добавляем наши трубки, которые делаем примерно по толщине, какие вот этот вот объект. Ну, чтобы оно просто в глаза не бросалось сильно, то что они там разные сильно. Так, оставлю это вот таким образом. Смотрим. Да, супер. Вот эти объекты нам, в принципе, больше не нужны, чтобы они тут просто не мешали. У нас все они уже есть, поэтому мы их и оставим вниз немного камеру. Где-то вот таким вот образом. Потом что? Потом давайте уже делать как-то вот эту нашу ленту основную. Достаточно интересная задача, тоже занимающая свое определенное время. Так, а ну-ка, может мне с путем будет... Да, я думаю, с путем мне будет быстрее это все делается, поэтому я сделаю так, dissolve verticals, вот эти, чтобы сразу начать моделировать. Так, и давайте выставлять наши основные точки. Так, полетели. Мы делаем... А ну-ка, она повторяется, да? Ой, мы почему-то сломали ее. Секундочку. Мы ее сломали. Верну ее в первоначальное состояние. Так, а ну-ка. Да, работает. Все работает. Хорошо. Ну и давайте понемножку вот моделировать заворачивание вот этой вот штуковины. Вид спереди. Сюда. Сюда. Так. Сюда. Это вот сюда. Вот тут у нас нужен плавный такой вот заворот. Поворот. Окей. Теперь делаем extrude. Вот тут где-то остановлюсь. Вот так. Вот так. Смотрим. Вот тут уже надо вниз опускать это все, вот эту всю историю. И вот тут чуть-чуть пониже. Тут можно повыше. Потом мы все равно, опять же таки, будем это все править, просто потому что с лентой уже здесь это будет по-другому выглядеть. Нам надо будет добиться максимальной плавности, что ли, ленты. Так, где я добавил эту точку? Ой, что-то она вот так будет супер. Сюда. И через верхнюю часть, наверное, вот туда пойдет это все дело. И сюда завернем. Смотрю. Да, выглядит супер. Мне нравится. Мне нравится, но сейчас будем мы так применять трансформацию, да. И сейчас будем накладывать сюда plane. Plane, который мы сразу же растягиваем как-то вот так. Ужимаем его, чтобы он был не сильно толстый. Применяем scale, добавляем нужное количество сегментов. Ну, я добавлю примерно вот столько. Для начала, я думаю, мне это хватит. Я думаю, мы еще будем сейчас подрезать саму вот эту длину. Так, выделяем. Ctrl-C. Значит, смотрите, опять надо включить аддон, который называется copy. Вот мы напишем copy. И здесь будет copy attributes menu. Все, мы его включаем. И затем Ctrl-C, copy location. Copy. Ну, rotation такой же и остался, да. Выбираем наш вот этот вот объект и
модификатор curve сюда. Смотрим, у нас уже он почти применился. Осталось только его вот развернуть. RX 90. Смотрю, что вышло. Да, вышло то, что мне надо. Только теперь надо его по X задвинуть вот туда вовнутрь. Может даже еще немножко вот так вот повернуть. У вас может не совсем так получиться, поэтому попробуйте поиграться с вот этими координатами. Или же применить Ctrl-A, там All Transform, или же на саму кривую All Transform. Но это достаточно несложный модификатор, поэтому если какие-то с ним трудности возникнут, я думаю, что вы сможете спокойно найти в каком-то другом видео эту информацию. Так, а ну-ка я удалю вот эту часть. Даже надо еще сокращать X-Faces. По X просто тяну. А ну-ка, хватит этой длины? Хватит, только... Так. Надо еще делать тоньше. Так, есть такое, да? Да, и давайте будем окончательно как-то менять наш вот этот вот путь. Смотрим, смотрим, смотрим. Тут слишком далеко. Туда подальше затяну его. И вот сюда будем вытаскивать. Так. Тут можно немного сюда. В принципе, вот сейчас мы просто это все настраиваем на наш глаз, скажем так, да. Вот тут у нас что-то непонятное. Вот тут нам надо вот так поднять здесь, а здесь наоборот опустить. Ну вот, так будет посимпатичнее. Тут опять же таки поднимаем и меняем, чтобы оно все нормально выглядело. Так, тут мне не нравится, как оно завернуто, если честно. Так, нет. Вот немножко, вот так, да. Затем, затем тут я подвину. Здесь сюда. Надо бы еще крутануть немножко нашу вот эту линию. Вот таким вот образом. Затем мы применяем Solidify. Но сначала я проверю на вывернутость что-либо. Нет, все с этим нормально. С этим все хорошо. Так, Solidify, и толщину сделаю вот где-то такой. Больше нам и не надо. Bevel с 60 поставим. Subdivision Surface, Shade Smooth. Мне не нравится то, что оно такое толстое какое-то получилось. Чуть-чуть вот так вот. Ctrl-A Scale. И теперь надо в Bevel. Так, в Bevel взять, уменьшить количество вот этих вот вещей. Даже еще потолще я бы сделал, потому что не сильно заметно. Так, Subdivision 2. Супер. Прекрасная ленточка у нас получилась, я считаю. Вот тут я хочу сердце повернуть. Повернуть где-то вот так вот. Вот тут я хочу вот эту линию немножко сюда. Так. Вот здесь я хочу немного вверх, как и здесь. Вот, и супер, мне лента очень это нравится. Хорошо. В принципе, с моделированием мы, я бы сказал, даже закончили. Нам надо только сделать вот эту вот внутреннюю часть, которая все окружает. Я просто продублирую, да, потом. Хотя можно и сейчас, в принципе, продублировать, потом просто материал скопирую, продублирую, и такую вот историю надо сделать. Но потом я объясню, почему я это все дублирую. Точнее, сами увидите. Вот.
Ну, фон, в принципе, я думаю, вы сможете и сами подобрать, если захотите какой-то другой. Так, вот тут у нас залазит на стекло. Я бы вовнутрь вот так вот засунул его. Хорошо. Все ли я сделал? Ничего ли я не хочу изменить? Хочу вот тут повернуть. Затем... Вот пусть тут так и будет. Хорошо, в принципе, с этим мы вроде как закончили. Сердце я тут сюда закину. И вот это сюда. Оно там будет потом классно с стеклом перекрываться. Так, ну, вроде бы в этой части ничего не забыл. По-моему, я хотел в камере что-то сделать. Да, немножко вниз и опустить. Вот. И я бы все вот это дело, абсолютно все, взял бы по иксу, немножко вот так вот наклонил бы. И поближе бы. Вот так вот. Окей. А теперь продолжается интересная работа. Теперь надо делать материалы. Собственно, давайте начинать потихоньку это делать. Предлагаю сначала сделать материал для вот этой внутренней части. Пока такие самые сложные материалы мы сделаем. Так, что нам тут надо? Нам тут надо wave texture. Затем math. Подключаем к... Так, стоп, сначала мы тут выберем compare. Где он? Вот. Ну и к среднему значению я это все дело подключу. Ctrl-T. Затем color рампу добавляем. Ставлю is. Вот так вот сделаю и к цвету. Смотрим, что у нас получается. Так. Пока не вижу изменений. Почему? Может быть, не применил материал? Нет, материал вроде применил. Так, секундочку. Value. Ага, все, тут надо просто поиграться с value. Так, теперь scale. Scale мы уменьшаем. Ну-ка, object ставим. Да, нам нужен object. Затем что? Затем надо бы взять это все дело, повернуть как-то нормально. Поверну я это где-то вот так, чтобы там было такие вот интересные завороты. Хорошо. Затем давайте scale еще уменьшать будем. Так. Вот такая вот линия у нас будет. Scale даже чуть-чуть. Вот так вот поднять бы его. Вот до такой степени я сразу скопирую этот материал. Ctrl-L, link материал на вот этот наш фон. И на него я бы хотел наложить цвет. Так, пока вот такой вот синенький. И тоже синенький, но посветлее. Где-то вот такой. Так, хорошо. Roughness я бы здесь поставил 0.4. Хорошо, это дело у нас есть. Затем, сейчас я пытаюсь вспомнить, какие у нас там еще материалы. Так, тут можно сразу просто делать, по сути, пока что мы один цвет здесь присмотрим, где-то вот такой вот. Затем. Так, тут покручу, вот так вот. Новый материал. Ставлю сразу вот этот цвет. Копирую его в emission. Ну, конечно, можно это все через единую ноду, например. Так, hue saturation. Сюда просто этот цвет вставить, подсоединить к color, к base color и к emission. Ну и поставлю 3 на emission, да? Так, пока это у нас Eevee, нам нужен cycles, GPU, high contrast. Ну и как я люблю, пока что немножко вот так вот вниз потяну и тут. Пусть оно пока так будет. Так, тут сразу
Ну, в принципе, рендерить я не буду, только буду показывать во viewport, поэтому поставлю здесь 200. И, в принципе, denoise пока врублю. Хорошо. Так, это дело есть. Потом. Вот мне все-таки не нравится, как оно повернуто. Я его разверну до вот такой вот степени. И тут надо продублировать этот материал, чтобы ему уменьшить scale. Потому что уж сильно большие вот эти линии получаются. Так, немного вниз. Вот. Вот это у нас есть. Тут синий. Такая творческая часть сейчас пошла, но все же ею надо позаниматься, чтобы просто сделать все красивым. Так, Ctrl-L Link Material, но только тут надо продублировать и белым выставить. Вот. Белым, затем можно здесь roughness на 0.3. Потом тут я хотел бы сделать градиент текстуру, Ctrl-T, Color Ramp. Так. Смотрю, что у меня получается. И ставлю. Меняю даже вот так вот местами. Так, тянись. Нет. Давайте на Generated вернем. Там, в принципе, посимпатичнее даже было, я бы сказал. Так, если применить, вот да, применили всю трансформацию, получили то, что нам, собственно, и нужно было. Но только цвет задать надо. Ну, можно еще вот так вот растянуть, чтобы оно было более равномерно. Хорошо. Теперь делаем стеклянную текстуру. Сразу Transmission на максимум. Roughness на 0.2. И тут теперь Hue Saturation. Подключаем. Максимально белый. Value 1.3. Теперь надо это стекло продублировать на те стеклянные объекты, которые у нас есть. Ctrl-L Link Material. Тут я бы, наверное, продублировал скорее какой-то другой материал. Ну, может, пусть будет вот этот. Хотя нет. Вот так вот. Если не понравится, в принципе, можно будет поменять потом. Так, тут я хочу металлик выкрутить на максимум, сделать, ну, в принципе, она и так уже светлая. И вот так вот roughness убрать. Немножко. Эта штука тоже у нас стеклянная. Ctrl-L Link Material. Это у нас стеклянный Link Material. И вроде как стекла у нас больше нет. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем шарик, Ctrl-L Link Material, но дублируем мы этот материал, потому что нам надо еще его будет настроить сейчас. Вот таким образом. Или же можем так повернуть. Вот пусть будет вот так вот, как на референсе. Тут покрутим сюда. И цвет пока я поставлю такой. Ну и сюда. Сюда вот такой. Так. Вот таким вот образом. Сейчас я беру вот эти все хвостики и такс, Ctrl-L, Link Material. Нет, надо будет еще сейчас с ними кое-что сделать, я забыл об этом, но вот сейчас мы это сделаем. Но пока перед этим простенький материал мы тут изменим. Это просто банально вот такой вот roughness, самый обычный roughness с цветом. Так, тут мы, конечно же, делаем вот так. И еще я вспомнил то, что у меня вот эта трубочка и вот это стекло. Ctrl-L, Link Material. Делаем emission, но другой уже emission. Emission, который больше напоминает саму неоновую трубку.
Сейчас я покажу за счет чего. Color Rumble мы добавляем. Добавляем Layer Weight. Facing подключаем. Color. К Emission. Троечку ставим. Вот, и за счет вот таких вот штучек внутри оно больше напоминает неоновую трубку. И если мы вот тут сделаем, например, такой более серый, сделаем серый, тут чуть-чуть поконтрастнее, посмотрим, и оно уже больше намного похоже на неоновую трубку. Так, да. А теперь нам надо просто вот это все дело взять и... Ну, мы можем даже скопировать, вот, например, Ctrl-L, Link Material. Так, назад. Продублирую здесь. И изменю цвет там на внешний у нас будет такой какой-то голубовато-синий, а здесь ближе к белому. Что-то такое. Так. Сейчас немножко надо поиграться с этим стягиванием. Может, Френель получше пойдет. Но не то чтобы получше. Поэтому я, наверное, пока оставлю вот что-то может такое, но Emission поставлю 4. А вот здесь просто сделаю не прям таким белым, а более голубоватым. Вот таким. Да, класс. Есть. И теперь надо просто все вот это дело покопировать на вот эти полосочки. Ctrl-L, Link Material. Хорошо, это у нас есть. Вспоминаю, что еще. Так, смотрю, где у меня материал нет. Вот эти материалы, да. Тоже достаточно простые материалы, поэтому сейчас мы их сделаем. Мы тут просто скопируем вот это все. Тут вставим. Подключаем к Base Color. Сразу же единичку поставлю. И надо бы мне все это дело взять и вот так вот инвертировать, по сути. Но только тут я бы, наверное, хотел тоже скорее ближе к желтому. Что-то такое, да? Roughness 0.2. Так. Так. Теперь Ctrl-L, Link Material. Выделяю сердце, дублирую и хочу ее поменять на вот такой какой-то цвет. Такой, мне кажется, более симпатичным. В принципе, мы с материалами основными закончили. Сейчас надо будет только взять и свет расставить. Тоже дело такое нетривиальное, поэтому давайте им займемся. Так, все вот эти схемы надо, конечно же, в голове держать, поэтому, может быть, что-то сейчас буду путать, но, надеюсь, нет. Добавляю Area Light. Будем делать такой объем. Добавляю затем еще один Area Light, но его уже поворачиваю, ведь сверху. Где-то вот так тяну. Так, и... Нет, удалить. И его бы мне надо немножко оттащить. Дублируем. Поворачиваем на 90 градусов. Ну, вот так вот. Давайте даже немножко сюда. Вот так вот. Назад задвигаем. Тут спереди. Так. Да, ну тут, понятное дело, пока ничего не видно. Поэтому давайте подбирать цвета.
точнее, силу света. $150. Тут я могу, в принципе, выставить... Так, секундочку. Да, тут надо побольше выставить, сейчас будет, может быть, 300. А ну-ка. Да, уже что-то то. Уже что-то то, но не совсем. Поэтому надо сейчас постепенно будет это все дело настраивать. Тут материал мне бы хотелось, наверное, помягче цвет. Хорошо, это есть. Стеклу надо roughness поднять, я заметил. Продолжаем добавлять дополнительные источники света. Point Light я добавлю для вот этого emission, просто чтобы ему сделать более интересный объем. Вот я думаю, вы можете заметить здесь сейчас, что он вот есть. Он появился. И подвигаю его так, чтобы оно сильно не влияло на остальные объекты, чтобы оно им не мешало. Может, и Realize с этим делом лучше справится. Вот, да, супер. Мне нравится вот этот блик даже на том же самом emission. Насколько бы это нелогично не выглядело, но тем не менее. Так, тут делаем Shift-D. И выделяем наш бокс. Copy Location, Copy Rotation. Так, куда я делал этот? Вот. Кстати, мы даже, наверное, вернем и тут один оставим, потому что нам он сейчас еще понадобится. Ой. Так, тут сразу цвет выберет такой синеватый, но тут надо поменьше уже ставить, чтобы оно сильно много пересветов не было. Вот, что-то такое. Так, это этот цвет белый, да, влияет так сильно. Угу. Сильно много в нем света, судя по всему. И мы сделаем вот так. Я думаю, вот так будет хорошо подсвечивать. Так, что дальше? 80 может быть много. 50. 50. Окей. Теперь нам надо внутренний источник света, вот этот вот, который он там спрятался. Надо его сделать диском и развернуть на 180. На 180. Ой. Овальчик такой вот растянулся. Давайте по-нормальному его сделаем. Ну вот. Смотри, что у меня есть. Вот, просто чтобы сделать такую вот интересную подсветку, как будто бы оттуда что-то светится, да? Что-то такое. Так, тут немножко поверну. И подвину вот таким вот образом. Потом что? Что дальше у нас есть? У нас есть сзади еще одна подсветка, которая берет и высвечивает нам ровно из нашего вот этого вот огромного цилиндра, которая тоже снизу нам все это дело высвечивает. Так, она повернута правильно? Да. Которая подсвечивает нам заднюю стенку и создает вот такой вот интересный эффект. Сейчас нам надо только поймать вот этот вот, да, вот это место, которое нам будет это все и подсвечивать. Так, побольше. Думаю, где-то вот сюда. И тут, наверное, не голубой, а белый скорее. Ближе к белому надо выставить уже. Что-то такое. Хорошо. Кстати, да, мы забыли добавить на вот этот внутренний объект. Забыли добавить emission. Вот. Замечательно.
И все же сюда я хочу белый. Белый эмишн. Вот мне так как-то оно посимпатичнее, что ли, смотрится. Ну и сюда, наверное. Хотя нет, тут уже много эмишена, поэтому давайте... Если вот это... Нет, какое-то некрасивое. Можно вторую просто трубку, наверное, сделать, да? Стеклянную. Или металлик попробовать. А ну-ка. О, металлик прям очень хорошо зашел сюда. Металлик здесь прям совсем как родной получился. Так, немножко вот отсюда сдвину. И вот так вот. Заднюю подсветку еще бы как-то тоже поиграться с ней. Тут как будто бы видно, что нет сабдивижена, поэтому... Да, вот так вот, вот то, что надо. Вот если вы видите, как оно поменялось там. Это прям то, что надо. Но я бы хотел... Получится ли у нас сейчас это сделать? О, да, получилось так, чтобы ничего не пришлось менять в самой текстуре. Хорошо. Делаем такое плавное расползание. Так, если вы слушаете то, что у меня тут шумит, это прям... Это прям у меня так дышит мой ноутбук настолько громко, просто потому что я вот в режиме реального времени, по сути, все это делаю. Так, хорошо, так есть. И теперь я бы хотел сделать еще один Area Light, который будет мне стенку вот эту подсвечивать еще сверху. Так, на 45 поверну, да. И выставлю фиолетовый. И побольше силы. Вот так, не сильно, но тем не менее. Будет какое-то такое вот легкое разнообразие. А если белым сделать? Ну, тоже интересно, но пока оставлю так. Такс. Такс. Тут такая тень резкая. Отодвину немного. Вот. Что еще? Смотрю, вспоминаю, ничего ли я не забыл. Вот тут как будто бы вот эта вот подсветка снизу, она какая-то сильно такая ядреная получилась. Она вниз светит у меня. Забавно, она у меня вниз светит, оказывается. Она светит вниз. У меня там одна она, да? Сильно, походу, я ей много дал, скажем так, полномочий, чтобы оно сильно так светило. Так, еще приподниму. Смотрю, что у меня есть. В принципе, да, это фактически то, что я хотел. Так. Вот тут мне не нравится то, что оно настолько сильно голубое с этой стороны. Поэтому я, наверное, вот сделаю вот следующим образом. Тут цвет мы сделаем чуть-чуть более другим. Что-то вот такое вот. Тут уменьшу верхний источник света. Да, и забыл то, что я хотел вроде как в roughness подключить. Тогда просто будут отличия именно на вот этих вот шариках. То есть вот фиолетовый, он более глянцевый выглядит, нежели вот этот. И это добавляет какого-то дополнительного такого вот разнообразия. Вот, что ли, которое в целом хорошо выглядит. Ну и да, тут нам надо сделать, ну, фактически черным. Для более таких активных теней. Так, смотрим. Это ли то, что мы хотели? 300, наверное, достаточно много. Может быть, если мы сделаем вот так. Даже немножко вот так вот поверну. Тут не такое красное, а скорее ближе к оранжевому. Да, выглядит пока что то, что мне надо. Здесь мне, ладно, не сильно нравится этот фиолетовый. Я вот так вот
Да, тут уже пошел какой-то такой творческий прям процесс. Прям вот совсем творческий. Хорошо, что еще? Давайте на камеру еще накинем. Камера, где же ты, камера? Вот, на камеру добавим глубину. Сразу вот уменьшу, вот так, чтобы просто увидеть, с чем я работаю. Ставлю... Не, будет слишком близко. Так, а ну-ка. Где у нас фокус? Фокус на 7,7 примерно. Фокус на 7,7, а тут поставлю 0. 0,5, нет, 0,4. Ну и он так будет его немножко размывать. И будет давать какого-то дополнительного такого вот интересного эффекта. Так, ну да, вот и такое интересное вот размытие получилось. Еще бы я бы, может, хотел только усилить вот эту заднюю подсветку. Она, мне кажется, какой-то слабой. Но при этом мне не нравится то, что тут с этой части темновато получается как-то. Давайте вот так вот. А ну-ка смотрим. Вот тут слишком синий. Может быть, немножко вот такой. Здесь, наоборот, чуть-чуть покраснее. Тут чуть-чуть побольше белого. Где-то вот в такой степени. Так. И может быть... А ну-ка. Very high contrast. Хотя это не обязательно. Так, тут пониже. Вот что-то такое. И тут прям с такого желтого я, наверное, поставлю чуть более оранжевый. Вот где-то сюда. Вот тут сильная подсветка у нас идет. Сильная подсветка идет. Вот этого сердца. Может быть, мы можем ее как-то уменьшить. Так. Может, не 3000, а 2000. А, это не она особо-то и влияет, да? А что это влияет? Давайте узнаем, какой источник света. И не ты влияешь. А, видимо, это у нас нижняя подсветка влияет тогда. Что она прям пересвечивает активно прям этот шарик. Или же это ты? Такс. Так. Ну, в принципе, наверное, и нормально будет с этим сердцем все. Может быть, мы ему слишком много дали value. 1,2. 1,1. Ну да, и вот, собственно, уже никаких фактически пересветов-то здесь и нет. А если мы его еще повернем под каким-то другим углом, то вообще должно быть все в порядке. Ну, в целом, да, пока так оставлю. Да и на самом деле все. Мы закончили. Вот. Я думаю, что основные какие-то моменты я... Да, не то, что основные, наверное, даже практически все моменты я рассказал. Поэтому, если вам надо будет какую-то мелочь здесь изменить, там по типу где-то какого-то, там, не знаю, цвета или где-то свет еще поправить, то я более чем уверен, что вы с этим, в принципе-то, сами справитесь. Вот, а пока на этом у меня все. Собственно, делайте красивый рендер. Всем пока.